Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас, ну и не только про это, да, как всегда уже. Еще посмотрим, что там для вас карты скажут, как карты покажут, будете ли вы с ним, допустим, или вот вы не хотите быть с ним, и что-то новенькое, может быть, придет в вашу жизнь. Ну, что-нибудь расспросим. А вообще, да, что там у него происходит и почему у него такие энергии. Знаете, я когда сегодня вот взяла эту колоду, вот еще до того, как начать, я почувствовала, что что-то не так. Вот сейчас будем рассматривать. Вы проговорите, да, его имя, но, по-моему, он уже здесь. По-моему, он уже здесь. Я его как будто уже чувствую. И сейчас посмотрю, какой он. И вы посмотрите, тот ли человек, о котором вы хотели бы узнать, либо... Может, даже не хотели, но знаете его, да? Мужчина, давай, говори. Чувствую, что он уже здесь. Король жезлов. Король жезлов. Но король вышел с 4 мечей и с повешенным. Ага, его ломает. Его ломает сейчас, поэтому я и прочувствовала, что-то тут не так. Почему? Пустота, сжатость, одиночество, фортуна фартовая такая, да? По поводу 2 короля еще выходят. Ожидания. Верховная жрица — это как какая-то непонятка. Королева пентаклей. Это двойственная штука. Сейчас. Иерофант. Высшие силы. Угу. Луна. Ты болеешь? 0. Нет, не болеет. У тебя что-то есть с магией связанное. Есть как в клетке. По правосудию это уходит. Ничего не слышно, ничего не видно, ничего не чувствую после всего этого. Правосудие, нулевой аркан. Нет, я не болею. Но здесь очень сильные ломающие энергии. Туз мечей как пробивает. Туз пентаклей как забирает что-то. Как двойственность расшатывается туда-сюда. Я говорю, я его увидела еще до того, как расклад, камеру, как говорится, включила. Слушайте, давайте-ка я вот так еще посмотрю. Вот эту вот колоду Луны возьму. Что-то тут не так. Тут как будто бы вот даже эта карта, как святые места. И подвешенность, как время пришло, что-то убирать, что-то как будто бы, как связан он по рукам и ногам, его как ломает действительно. Воровство дорог, и у него бездействие, он как марионетка связанный, что тут, что вот тут. На любовь отшельник сделанный, в дом приходящий кто-то был, ведьма, на него сейчас. Вот я и прочувствовала это. На него недавно кто-то сделал гадость. И именно на его одиночество. Идет борьба сейчас, поэтому его ломает. Вот она борьба. Урожай, восстановление, желание. Луна в руки. Мужчина сам сейчас борется. Он чистым воздухом хочет дышать, он хочет очиститься. Он бумеранг ведьме будет посылать. Ему ангелы помогают. Все, увидела, четко увидела. Сейчас скажу. Смотрите, мужчина, который сейчас вышел, его реально ломает. И не первый раз. Но сейчас он прочувствовал это немножко по-другому, потому что вас нет рядом, так? Императрица. Да. Вы императрица, вас
И десятка мечей нет рядом. Но вы в болезненном разрыве по этой карте, да? Знаете, мне сейчас не по себе. Когда-то между вами была, ну, не знаю, может быть, недавно, неделю назад, может быть, несколько лет назад, но между вами была сцена, как будто бы хотелось ударить друг друга. Вот настолько это все. А потом думал, а почему, вот зачем, надо было все по-другому. Вот были такие ощущения. На вас что-то нагнанное было. Вот был такой момент, как воздух такой, и все, и как такая жестокость почему-то, особенно от мужчины к вам. Может быть, и у вас тоже к нему. Неожиданная какая-то злость. И он мог согрешить, изменить, он мог вас предать, он мог вас обманывать, потому что он был в порыве и под воздействием чего-то. Либо магии, либо каких-то ненужных веществ. Потому что у кого как. Расклад общий. И реально может такое быть. Потому что я говорю, как будто его ломает. Либо потому что ему больше не хочется вот в этих веществах жить, либо опять пришла магия. Недавно. Просто на днях. Он хочет выйти из этого состояния связанности, потому что время не стоит на месте, потому что он знает, что он теряет свою жизнь, теряет свое время. И вот четверка мечей говорит, я выздоровлю. Он тут лежит, я выздоровлю с Божьей помощью. Ему ангелы действительно помогать будут. Либо, говорю, от чего-то там, не знаю, пьянка, может быть, какие-то другие вещества, может быть, курит что-то не то. Уж извините, да? Вот, может быть, на каких-то антидепрессантах сидит, которые уже заканчивать надо. Либо магия. И это главное, что несколько дней назад было повторение. Поэтому ему сейчас реально плохо. Он думает о вас, И его тянет обратно с бешеной силой к вам. Это очень чувствуется сейчас по этому потоку. Его действительно тянет к вам с бешеной силой. Вот такой вот мужчина пришел, и тройка жезлов — это открытые дороги, он надеется, что они открытые, и что вы встретите его с любовью, королева кубков, что вы его все-таки любите до сих пор. Он очень этого хочет. Хочет дом, уют, благодать, обнимашки. Ну, обнять вас хочет. Вот такое вот здесь идет. Но он отшельник. Он в отшельниках сейчас, и что, да, он как под каким-то, говорю, гнетом, как в клетке, хочет выбраться. Сложновато. Вот если сказать, что он заболел, вирус там нет. Может быть и то, потому что он ослаб. А так, как карта сказала, нет, я не болею, как мужчина говорит через карту. Просто у него что-то вот навеяно, кто-то ему дал это, кто-то ему закинул, а не сам он там простудился. Он очень хочет встретить свою радость вместе с вами, чтобы вот действительно что-то исправить. Он будет сейчас решать какие-то вопросы, он будет бороться и ждать за свое счастье, за свои врата, да, вот этого счастья. Он хочет перемен, 13-й аркан. Он хочет, чтобы плохое наконец-то оставило его навсегда. Вот так. Если чувствуете, видите, что это как бы ваше, да, история, допустим, или ваш мужчина, которого вы знаете или помните, там, загадали, да, то смотрим дальше. Если нет, то посмотрим в следующем раскладе, кто придет. Может, другой совсем мужчина, вообще. Но сейчас вот это. Ну что, мужчина, давай. Кто ты, еще раз скажи? Какой ты? Король кубков, отшельник, влюбленный, рыцарь. Какие карты? Влюбленный рыцарь. Кто я, говорит? Меня никто не понимает на сегодняшний день. Перед ним
перед его глазами ваши глаза сейчас. Как вы на него умеете смотреть? Он помнит вещь в доме, которая, я не знаю, где она стояла, как будто бы как статуэтка какая-то. То ли он вам подарил, то ли просто вы вместе ее вот брали, как будто что-то, как статуэтка. И она ему сейчас в памяти, вот как всплывает вот эта статуэтка. То ли на нее смотрели вы вдвоем, чья-то, не знаю, то ли... Подождите, просто расклад общий, и я должна ухватить это видение. Где-то на полке. Я вижу полку, и как будто стеклышко есть. Отражение стекла окна, либо отражение витрины, либо просто сама статуэтка на стекле. Ну, какое-то стеклышко рядом еще. Вот статуэтку, вот он ее помнит сейчас. И хочет, и вот как будто бы через нее, вот, чтобы вы его услышали, представляете? Вот он чувствует такое, что если я ее чувствую, пусть она меня тоже почувствует. Я очень хочу быть с ней. Сейчас именно, вот сейчас. Но я сейчас не могу, потому что тут идет отшельник в доме, да, и рыцарь мечей. Он сражается с чем-то и говорит, когда я это все сделаю, я отрежу что-то, что нам мешает, и я приду в гости, сказал мужчина здесь. Потому что влюбленный это как бы тоже, можно сказать, что-то про третье лишнее. Рыцарь мечей, как я обрежу, я уберу, я почищу себя. Я попрошу, чтобы у меня было продолжение в этой жизни. Если не получится у него все-таки прийти к вам в ближайшее время, вот 100% знайте, что он просит у вас прощения. Реально. Очень чувствуется сегодня это. Вот именно сейчас. Человек работать умеет. Работать умеет. Иногда даже загонял себя в такой физической там загруженности, что еле потом даже разговаривал. Надо было покушать, чтобы восстановить силы. Вот такое было у него в жизни, может даже и сейчас. Но сейчас он больше как на нуле. То ли у него денег маловато, то ли у него дело какое-то не движется. Но работает, потому что деньги нужны. Тут ноль и денежки. И силы надо восстанавливать. Что за королева пентаклей? Дьявола все-таки какая-то женщина сделала. Императрица это вы в этом раскладе здесь. А королева пентаклей это женщина, которая с него тянет деньги и еще что-то. И здесь, да, был дьявол еще добавок недавно. Какой-то приворот ему, что ли, сделали опять. Но он его чувствует в этот раз. Он чувствует по-другому. Он с ней не хочет быть. Он хочет выйти из какой-то клетки. Реально, как в клетке, говорит, я сижу. Как в клетке. Я хочу радоваться, я хочу танцевать, я хочу, чтобы дождь пошел. Вот такие его мысли на сегодняшний день. А девушки, которые сейчас смотрят, мысли твои какие? Страсть. Огромная, сильная тяга страсти. Дьявол с этой женщиной, это как дьявола она принесла. Для вас даже, может быть. Кстати, а для вас она что-то делает или только для мужчины? Может. А если выходит, это дом, там, где и он, и вы были, жили. Она хочет ваше счастье вообще разрушить. Или она хотела когда-то, а сейчас подделывает, либо повторяет то, что делали когда-то давно. Может быть, повтор идет просто. Да, на вас оно пойдет, вот то, что она делает. Вы будете... Нет, сущность ее же поглотит. Вы сейчас под защитой, так? Вы, кстати, делали защиту, вы даже за это либо заплатили, либо, ну, либо что-то, не знаю.
Но все в свое время. Время новым переменам, время новым дорогам, а та сущность, она останется ей как болезнь. Та женщина поплатится за то, что она лезет в вашу жизнь. Да, она поплатится. А вот эти две карты, дьявол и туз жезлов, две рядом, это страсть. С тузом это страсть, отшельника. Отшельника. Так что он там один-одинешенек, даже если с кем-то. Ну, так как расклад общий, поэтому я и говорю, даже если с кем-то. Потому что сейчас будем смотреть, если он все-таки с кем-то, что у него там, да? Но здесь отшельник выходит. Я одинок. У меня нет любви, нет страсти. Я хочу страсть. Я хочу обнимать, я хочу видеть тебя. Это он вам говорит сейчас. Но его там плющит, его ломает. И это его порыв, очень сильный порыв на этот момент. А это просто порыв или реальные твои чувства? Просто сейчас более громко. Ну, королева кубков – это реальные его чувства. Вы расстались, и он хочет, чтобы вы опять были вместе. Да, он этого хочет. А знаете, кого он обвиняет? Он еще немного, может, даже эта женщина его мама, а может и нет. Но вот маму он обвиняет почему-то. Он за нее беспокоился или беспокоится до сих пор даже, но он ее обвиняет. Что она что-то не так сказала, либо сделала, либо настояла на своем. И вы разошлись. А теперь он хочет вас видеть, потому что только в вас видит вот это вот чувство страсти и нужности даже. Вот так. Вот так. Вот так. Что тебя волнует, что тебя тревожит? Его волнует неизвестность. Его волнует неизвестность, и его волнует ваше отношение к нему на сегодняшний день. Императрица – это другая карта, но все-таки императрица тоже. Императрица с шаром и верховной жрицей – это его переживания, его какие-то шатающиеся, как и здесь тоже, мысли по поводу вас. А любит ли она меня, а примет ли она меня, а нужен ли я ей, а может быть вообще уже не нужен никогда, не буду. Ну, как-то так, есть такое, есть. Но это тревожит и волнует, это потому что он не знает всего. И ты что, боишься, да, проявиться? Да, он боится, он закрывается, он не знает, с какой стороны начать, с какого слова. Два меча в разные стороны. Ой. Твоя тайна, что ты скрываешь, не договариваешь. По работе. По работе. Ну, пути дороги. Работа. Тройка пентаклей, семерка пентаклей, восьмерка пентаклей. Работа, работа, работа. И какие-то дороги по девятке жезлов. Сложные денежные вопросы он сейчас решает какие-то. И по этому поводу, да, он что-то тут не договаривает. Единственное, что своему окружению, наверное. Пока что все. Радуешься ты чему? Если у него есть дочь, он радуется дочери. Если у него есть сестра, он радуется сестре за сестру. Есть такое. Немножко, но да, есть такое. И если у него нет ни дочери, ни сестры, ну, значит, либо по-любому мыслям о вас радуется, да, но мысли такие здесь больше, как она скоро будет со мной, ну, типа этого. Может быть, у него есть посыл какой-то, что вы все-таки придете. Тогда да, тогда такие могут быть радостные мысли.
Но он переживает за себя, переживает за то, что он не может решиться на что-то, что он в клетке сидит. Но какая-то женщина, вот девушка его радует все-таки. Но здесь жезловая королева — это королева огня. Может быть, у него вместе работают, и просто как работу, да, кто-то за него там поработал, он радуется, а он там в другое место съездил, либо отдохнул. Либо начальница у него женщина. Ну, как-то так. Либо он начальник, и кто-то вот хорошо поработал, и он радуется, что денежки пойдут. Любви здесь интимной нет с этой женщиной. Любовь, если есть, только вот как уважение. Дочь, там, сестра, да, вот что-то такое. И, скорее всего, здесь идет младше его эта женщина. Младше. Поэтому это не мама точно, потому что по поводу мамы он, наоборот, даже немножко там сердится на нее. Вот такое есть на сегодня. Что у тебя в доме, там, где ты спишь, там, где ты ночуешь? Отшельник опять, карта отшельника, такая вот блуждающая. Правосудие у него в доме, двойка кубков, отшельник и двойка кубков. Семерка жезлов, отвоевывает свою территорию. Да. Знаете, такое впечатление, что у него дома своего нет. Вот по вот этим картам. Что он блуждает где-то там, гуляет, либо как одинокий человек у кого-то живет, может быть. Что у него в доме? У него в доме есть аура любви. Но она по правосудию сейчас идет, как на восстановление того, что реально надо. А семерка жезлов — это с его стороны какие-то действия на собственное удовольствие. Вот что-то типа этого. Но он одинок. Любви нет. А вот в доме действительно либо он не дома спит, либо просто сам в себе вот в какой-то комнатушке. Все. Больше даже не знаю, что сказать. По правосудию что тут? Может быть, у него... Может, он квартиру хочет продать? Да, такой это общий расклад. Не для всех сказано, но такое может быть. Вот. Может быть, разменять хочет, может быть, переоформить на какие-то другие фамилии хочет. По правосудию это юстиция здесь идет. Ну, как-то так. Может быть, дооформлять свой дом, достроить его, может быть, хочет. Может быть, он сейчас документы оформляет, чтобы купить дачу, допустим, и хочет там тоже быть, присутствовать. Он хочет любовь. Но он сражается сейчас за эту любовь, потому что он в отшельниках. Вот такое вот, как семерка жезлов, как сражение такое на высоте, правда, но в лучшую сторону он хочет, а там как будет. Ну и давайте посмотрим про другую женщину, да, если она все-таки есть, что у него с ним, с ней, что у нее с ним, что у него с ней. И если вы точно знаете, что она есть, смотрим, да, если не знаете, либо сомневаетесь, либо знаете, что ее нет, то чуть-чуть пропускаем этот вопрос. Что у тебя с другой женщиной, если она реально есть? Семерочка кубков, рыцарь кубков, восьмерка кубков и восьмерка жезлов. Он очень хочет, чтобы она уже куда-то уехала. Если она есть действительно, либо ее нет, она куда-то реально уехала, либо он хочет, чтобы она уехала. Да, любовь, как по рыцарю кубков и семерки у них была. Но сейчас по восьмерке кубков это все ушло. Восьмерка — это уход. И он хочет вернуть в свою жизнь то, что было с вами, а не с ней. С ней уже прошло. Все, рыцарь уходит. Вот, то, что он мечтал, рыцарь пришел, ушел, теперь вот восьмерка реально все спиной поворачивается. Я хочу вернуть то, что было, а отсюда уйти, говорит он по восьмерке. А восьмерка жезлов — это быстрые новости или быстрые события. Я хочу чем быстрее, тем лучше это сделать. Возможно, да, они уже расстались. И сейчас они, может быть, по правосудию оформляют документы. Вот. Может быть, они скоро будут расставаться, но он хочет от нее уйти, либо чтобы она ушла. Однозначно. Ты любила или любишь та женщина? Император.
Пятерка мечей. Не знаю даже. А здесь как будто бы не говорится. А знаете, здесь что? Если от нее вот эти карты читать, я хотела, скажет она сейчас, вот как будто бы по этим картам, чтобы он, тут император выходит, ко мне относился как защитник в этой жизни. Я бы хотела с ним, чтобы у меня был мир, гармония, радость. Я не вижу, честно, я то есть не вижу любви с ее стороны. Но она очень хотела, чтобы он любил. Но здесь был самообман. Пятерка мечей, самообман. Вот такая информация от таких вот карт. Такие отношения. Твои действия, твои планы на будущее, что-нибудь в двух словах. Темнота. Ничего я не знаю, но многое хочу. Я хочу, чтобы включился свет, и я увидел и пошел. Пока что темно, говорит мужчина. Не знаю на сегодняшний день. Буду решать завтра. Сегодня его штормит, сегодня его ломает. Сегодня его шатает. Так, а что бы ты хотел сказать девушке, которая сейчас смотрит? Что он был глупцом. Что он был очень большим глупцом. И что надеется, что время придет, и вы проснетесь с пониманием этой любви и тоже будете хотеть быть с ним. Паш мечей, он будет стараться, но если получится. Мужчина, ты придешь в ближайшее время, ты покажешь себя там где-то. Король Пентаклей, да, он хочет прийти, и даже с подарком. Дьявол, его тянет к вам. Слушайте, как в начале, так и здесь. Его тянет обратно вот в отношении именно с вами, с бешеной силой. А потому что не надо было лезть и делать вам какие-то порчи там, или отвороты, или что-то еще. Не надо было. Сейчас срабатывает на обратку. И он действительно, если почистится, у него свет включится, и он будет рядышком с вами. Скоро может прийти. Так что, да, возможно, не ко всем расклад, говорю еще раз общий, но он придет, и глазки у него страстью гореть будут. Вот такой вот, я не знаю, что мне делать, но я очень хочу все поменять. О, какой мужчина. Давайте посмотрим, что вам карты скажут. Будете ли вы с ним счастливы, если он придет? Звезда, пути Господни неисповедимы, да? Девятка мечей — это слезы прошлого. Десятка пентаклей — восстановление баланса и избавление от плохого. И колесница, да. Да, вы можете быть счастливы с ним очень даже, если подумаете о будущем вместе с этим человеком, которое будет непременно очень стабильным, уравновешенным, и он будет вас защищать и любить. Он будет. Но только если вы выкинете из головы предыдущие обиды и никогда больше не скажете: а вот помнишь, ты вот это сделал, и чтобы и он этого тоже не говорил. Тогда у вас, да, колесница двойственная, но один из них путь очень шикарный. Если вы очень хотите быть с ним, и он тоже, вы будете вместе и будете в радости. Главное не вспоминать прошлое друг другу, не говорить об этом. Если вы хотите быть с ним. Если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? В ваш дом идет сила. Сила избавления от каких-то очень сложных вопросов. Это значит денежки, здоровье и любовь в дом. Но по десятке мечей достану еще одну карту. Идет исправление. Десятка мечей — это боль. Но идет 13-й аркан — это трансформация. Трансформация ощущений плохого. Вы наконец-то будете чувствовать себя нужной, но не там, где пользуются, а там, где действительно хотят подарить вам счастье и радость. Однозначно. Деньги, здоровье и в доме любовь. Это ваша судьба, это ваша книжечка. Но плохое уходит, плохое уходит. Что еще карты для вас скажут? Давайте посмотрим. Да? Что еще для вас карты скажут? Ничего, и мужчина так любит вас. По фортуне.
Не, больше, в принципе, в этом раскладе, что тут сказать, это мужчина, который и сам себя может обманывать, и в то же время он хочет разрешить и убрать какой-то очень сложный вопрос в своей жизни, да, выйти из подвешенного состояния, потому что он наконец-то понял, где его ошибка. По 5 мечей, повешенному и по колесу фортуны надеется, что все-таки именно вы будете его судьбой еще раз. Это как напоследок. Вот. А лично для вас, ну, это уже, наверное, в следующих раскладах, да, посмотрим. Хотя тут тоже было лично для вас кое-что. Вы повелитель 4 стихий, лично для вас, если, да, вы очень весомое звено у высших сил на сегодняшний день. Вы что-то очень хорошее сделали, раз так карты выходят. Вы что-то очень-очень хорошее сделали. Может, даже и не понимаете, но вы сделали очень хорошее что-то. Слушайте, не обманывайте себя и не нагружайте себя какими-то ненужными мыслями или проблемами, да, которые вообще вас не касаются. Потому что в самое ближайшее время вы такой сюрприз интересный получите, что даже не ожидаете этого. Вот даже вообще не думаете, что такое может быть. 2 жезлов. Прошлое может появиться в вашей жизни, но только в лучшем облике. Только в лучшем облике. И раз я брала вот эту луну, давайте посмотрим, что еще луна скажет напоследок. Так, это карта иллюзий дьявола. Дьявол, плохое все в иллюзиях остается. Да, они хотят что-то у вас забрать, украсть, но ничего не получится, раз около дьявола иллюзии именно. Что еще? Пожалуйста, около дьявола, с другой стороны, еще и коса идет. Так что все, нечего к вам лезть в вашу жизнь. Ни в любви, ни в деньгах, ни в денежках, в деньгах, да, ни в чем. У вас любовь. У вас радость и любовь в жизни. Тучи рассеиваются, и сердечко не поломанное, настоящее такое сердечко. Это вот идет в вашу жизнь. Так что будьте счастливы, непременно будете и будьте. Этот мужчина неплохой человек. И действительно, если он включит свет и очистится, и судьба все-таки сведет вас, вы будете хорошо жить. Если все-таки судьба скажет так, не лезь, да, мужчине, то вы найдете свое счастье, но с другим человеком, с интересным, хорошим человеком. Да будет так, если вы хотите. Ну, говорите сами. Если хотите, говорите, да будет так. Все. На сегодня. Следующее видео посмотрим завтра, да. Про что? Про какие-то изменения, может быть, да. Может быть, что-то опять ангелы хотят сказать. Может быть, в каких-то вопросах будет ответ у карт. Вот вы что-то задаете, да, и вот вам как раз ответ идет. Ехать, не ехать, брать, не брать, ну что-то такое. Посмотрим, да, что именно будут говорить. Так что оставайтесь, подписывайтесь, жмите колокольчик. Только на ютубе не забывайте. Я только на ютубе, в данный канал у меня здесь Анна Тарот, да. Вот. Все, на связи. Всего самого наилучшего. Мира, добра, гармонии, благополучия и крепкого здоровья. Увидимся, услышимся. Всего хорошего еще раз. Вот, все.